Соль ты будешь? Нет, Блинчики. водички. Они мясные. Водички просто. Так, соль взял. Ножик, зажигалка и соль должны быть в каждом рюкзачке и в каждом бардачке. Слушай, прям это, передок такой тяжелый. 5 вещей. Да мы сейчас назад сядем, и будет все нормально. Ну, пусть блинчики пока нагреваются. Давай, заводим. Ты еще не видел мое видео, как я сифоном обрабатывал движок? Сифоном нет. А сифомом что ты видел? Подсосик. Нейтралочки. С какого раза идется? С первого. Много взял. Ну, год простоял движок, и в прошлый раз я его заводил раз 15-20. Не смог завести. Смотри-ка. Может, конечно, он проработался там, но мне кажется, что обработка дала свои чудодейственные силы. У нас теперь камера сгорания чистая, аккумулятор карбюратор чистый, так что порядок. Посмотрим, как он бегает. Ямаха.
экстремальная ватрушка. Я узнаю ее. Страйк. Все-таки я думаю, что Спиннера классная ватруха, но она больше для безопасного отдыха. Девчонок можно покатать, может даже детишек. Но если постоянно по-настоящему хочется оторваться, только Страйк. Как тест? На абордаж. Удобно? Лежать удобно. Но надо большой плавник поставить. Лежать везде удобно. Вот такой. О, класс. Надо вот такой поставить. И куда ты засунул? Была бы вот такая речка, да? Чистая и прозрачная. Она бы тогда была бы такая ледяная. Всем привет! Находимся на речке. Если помните, то у нас есть старая ватрушка Страйк. Вот она. Есть видео на канале, я оставлю ссылочку в описании, можно будет посмотреть, как ее несколько раз ремонтировали, потому что она лопалась. Ну, уже швы не выдерживали, потому что она у нас уже несколько лет. И в прошлом году мы купили Спиннера. Он от нее чехол. Она получается чуть больше. И насколько больше мы сейчас покажем. И мы, получается, еще, вспомнишь, спорили, влезет ли внутренность, вот этот сам баллон от Спиннера Страйк. И вот, как видите, прекрасно влез, только ну, не до конца, он, может быть, немножко неравномерно раздулся, но в любом случае покатались, показывает себя хорошо. Отлично. Показывает себя отлично, пируэты отлично получаются, на глиссер выходит тут же. И даже сегодня вот у меня впервые получилось стать, ну, я на ногах, в принципе, хорошо держался, но у нас всегда есть веревочка. Веревочка, то есть я либо левой, либо правой рукой придерживаю себя. То есть у меня 3 точки опоры. Но сегодня у меня получилось вообще отпустить веревку, и где-то секунд 20 секунд я продержался только на ногах. Ну, практически в первый раз у меня такое. Ты попробуешь потом? Да. Вот. И хочу сказать, что намного проще и легче управлять Страйком. Но, скорее всего, все дело только в размере. Да? Из-за того, что он более компактный, он легче переходит через волну, легче набирает скорость. Ну и, конечно, выход на глиссер у него тоже легче. А насколько же Страйк меньше, чем Спиннера? Мы сейчас сравним. Ну, вот такая вот небольшая разница. В принципе, наверное, ну, сантиметров 18-20. Вот такая небольшая разница в размере, но такая огромная разница в управлении этой ватрушкой. Ну что, прокатимся? Поехали. Даже, мне кажется, наоборот, как-то надулось, наверное, от солнца. Кстати, сейчас плюс 31. Погнали, чувачок. Если у тебя мотор 15 сил или меньше, то лучше всего на глиссер выходить лежа, а потом уже делать пируэты. Но, как показала практика, можно выйти и сидя. Когда волна образуется перед нами, нужно немножко подтянуться вперед. И это даст возможность быстро выйти на глиссер.
Но как это смотрелось со стороны? Не ожидал, что я так смогу? Да, было удивительно, что ты удержался. Сам не ожидал от себя. Обычно я несколько раз уже пробовал, так каждый раз вылетал. Ну, наверное, может, ноги натренировал. Настройки подниматься по ступенькам с ведрами бетона. Вот. Что ты тут летаешь. Так что... Главное натренировать носки. Да, кстати, я вот когда еду, у меня получается так напряжены вот эти части. Я всеми пальцами, вот как щупальцами вот так вот цепился, и вот знаешь, она трясется, а я так... Но самое главное, здесь все равно. Я вот так туда-сюда, туда-сюда. Отрабатываю как какой-то амортизатор. Стабилизатор. Амортизатор-стабилизатор, да. Так-то, в принципе, класс. Новые ощущения. Всем советую, в принципе, попробовать. Главное, чтобы это было безопасно. То есть нужны жилеты обязательно, да? Нужен зона акватории, чтобы понимать, что там внизу, да, чтобы не было никаких коряк. Вчера якорь зацепили, правда, здесь глубина оказалась 4,5 метра. Вытащили. То есть не надо было даже за ним нырять. Влево-вправо лодку потыкали, достали. Так что катайтесь, катайтесь безопасно. Ты следующий парень. Чтобы выйти на глиссер сидя, для этого нужно приподнять ватрушку, чтобы перед тобой образовалась сначала волна, а потом уже подходить ближе к краю, тем самым ватрушка накренится, чтобы она не зарылась. Это нужно будет варьировать. Все достигается практикой. Возможно, придется не раз, не два упасть, но потом все получится. Во мне 87 килограмм и 15-сильный мотор способен против течения вытащить. Лодка нагоняет, образуется волна, все. Тянемся поближе. Перераспределяем вес и выходим на глиссер. И тут же отклоняемся снова. Вот так вот. Yeah! Ну что ж, маленькая ватрушка Страйк показала себя превосходно. Покатала нас, порадовала. Да? Да. Оказывается, есть еще порох в пороховнице. Сейчас мы развяжем трос и переложим баллон спиннера. Я уже вот начал сдувать ватрушку. И просто сравним, как спиннера себя будет вести из того, что она больше на 20 сантиметров в диаметре. И есть теперь с чем сравнивать, потому что Страйк оставил одни только положительные эмоции. Вперед! Все, каких-то 10 минут накачали ватрушку. А теперь давайте посмотрим, насколько она больше, нежели наш старенький Страйк.
чтобы ни у кого не было никаких вопросов, почему же все-таки такая большая разница по катушках. Ну, кстати, может быть, мы просто и не умели на ней кататься, нужно заново привыкать. Мы привыкли к страйку. Вот так, да? Смотреть по шву. Вот он шов. Ну вот, ну ладно. Все равно, ну 20-ка. Не удержался? Первый раз удержался, второй удержался, на третий выкинуло. Понятно. Все, мы прокатились. Теперь можем поделиться своим мнением и сказать пару слов. Что скажешь о Спиннера? Как? Ну, стабильная ватрушка. Легко вставать на ней на ноги. Даже слишком легко. Нет того азарта, экстрима, да? Да. Ну, в принципе, когда мы ее брали, мы подразумевали об этом. И уже снимали видео, обзор на ватрушку Спиннера Fly. Эта ватрушка больше подходит, наверное, для тех людей, кто хочет выехать, покататься, прокатиться, и чтобы все было весело, контролируемо и, в принципе, безопасно. Да. Для начинающих. Ну да, в том числе. Очень подходит, наверное, ну, для девушек, для женщин, для детей. Можно ребенку, если там, может, после 10 лет, по-моему, там написано, да, 10 лет, уже можно попытаться прокатить тоже в спасательном жилете. То есть она очень стабильная, она молодец. Вот. Ну, с ней тяжелее выходить в повороты. Конечно, мы не сразу, но научились это делать. Для этого нужно, получается, прям коленками вставать на самый край. А так как площадь у нее большая, когда ты перебегаешь на другой край, то коленки потом красные. Покажи красные коленки. Вообще. То есть материал достаточно жесткий, и он царапает коленки. Особенно, когда такая жара и... С водой, как наждак прям. Если туда-сюда. Да, да. И вот этот момент, когда ты... Мне очень нравится, когда закручивается лодка, делается поворот такой, скорость набирается только тогда, когда ты вылетел за волну. Если такого не получилось, то скорость не набирается. Вот на этой ватрушке Спиннера это сделать, сложнее. Но
ставив баллон. Ну давай, испорти нам все видео. Рыбу глушит. Они выйти за волну, чтобы тебя так вынесло, соответственно, чтобы твоя угловая скорость была гораздо выше, чем ты когда за лодку тащишься. На этом спиннере. Ну, все пируэты, в общем, немножко, да, сложнее делать, надо заново учиться. Ну, все равно возможно. То есть, как бы, да. Стоя ехать очень тяжело, на самом деле. Очень сильно напрягаются ноги, спина. И здесь это тоже возможно. Не знаю, кому это нужно будет. В принципе, мне нравится. Если кто-то еще захочет когда-нибудь стоя на ватрушке кататься, ну, не знаю. Обычно всегда все сидя садятся и, ну, поехали. Никаких пируэтов не делают. А скучно. Если не делать каких-то фокусов, там, да, не вылетать с нее, ну, скучно. Ну, конечно, надо знать акваторию, чтобы не вылететь, и там не оказалось какая-нибудь коряга, или камни, или что-нибудь такое. Было бы очень неприятно. Что касается страйка, то он просто поразил нас, да. Он нравился нам до того, как лопался, 7-8 раз. Мы ремонтировали его, извели на него весь клей, все заплатки. А теперь у нас получается, вот, вынули баллон со спиннера, поставили в страйк, катаемся. У нас 2 в 1, да? Как мы говорили в том году. Мы все спорили, будет работать или нет. Работает превосходно. Страйк меньше на 20 сантиметров. Ну, почему? Не дело в самой ватрушке, там, название ее или там что. В размере, да. Дело в размере, да. Чем меньше ватрушка, тем она более экстремальная. Вот так бы я сказал. И она должна, конечно, быть блинчиком. Есть ватрушки, которые внутри... Как бублик. Да, как пончик или что-то такое. В общем, ну, такие не дают этой возможности. Нельзя на них не встать, нельзя не лечь. Ну, проблематично достаточно это сделать. И на глиссер выходят они тоже стрёмно. Вот. Поэтому, если вы хотите безопасного, веселого отдыха, спиннера и большая ватрушка — это самое то. А если вы хотите экстремальных покатушек, то берите самую маленькую ватрушку блинчиком и наслаждайтесь. Я получил огромное удовольствие от этой поездки. Благодарю за компанию, Ромка. Вот. Ну что ж, нас ждет еще ужин, да? Поужинаем, еще поплаваем и будем собирать лодочку. Ну а вам, если было видео интересно и познавательно, поставьте ему лайк и будем рады новым подписчикам. С вами был Сергей Перетягин. До свидания. До новых встреч в эфире. Пока.